Доброе утро, 16 июля. Мы топаем на ЖД-станцию. И я надеялся на рассвет, но не совсем. Получается, еще пока что луна даже не зашла, но немножко вот там что-то краснеет. Красиво, конечно. Пальмочки. Там море. Но его почти не слышно. Ну, прикольно. Так, сейчас, если все окей, едем до Барселоны, там пересадка и в аэропорт. Да, красиво тут утром, конечно. Эх, жалко, солнышко еще не выходит. Ну ладно, а что делать? Ждем пересадку на аэропорт. Я, короче, смотрю, испанцы не заморачиваются с дизайном станций, с отделкой, декором и так далее. Так, мы прошли контроль. Сегодня довольно быстро, без очередей. Сейчас забежим в дьютик, посмотреть, что там, почем, и бежим на посадку. Так, мы, как всегда, не обошлись без Макдональдса. Сейчас малая выбегает из туалета и идем на посадку. Осталось до вылета 40 минут. Пойдем искать свои ворота. Наш рейс немного опаздывает, вернее, будет задерживаться. Сейчас уже должны были вылетать, и что только идем на посадку. Около 20 минут должна быть задержка. Ну и такая же, соответственно, по прилету. Но не знаю, как там будет, может, он в дороге нагонит. Так, ну что, мы уселись. Малая сидит тоже возле окошка, только через проход от меня, на другой стороне. Ничего себе, целая очередь. Трафик из самолетов.
Welcome to Hanover. We have landed at 10 minutes to. 10 minutes to 1. Па-бам! Мы уже дома. Идем в магазин за тортиком праздничным. И потом валяться в кровати, да, София? И будем валяться в кровати. Вот так вот. Как там в песне? Где поля мои поля, где леса мои леса. Честно сказать, скучал по прогулочкам своим. Так скучал, что аж решил с дороги пойти прогуляться километров 5 по своему маршруту любимому. Не, ну а что? Легкий дождик капает. Прохладненько. Это тебе не испанское солнце. Почему не прогуляться? Вон на великах дамы гоняют. В общем, 3 часа мы уже были дома. Мне понравилось, как малая летела. Мы же сидели через ряд, как я говорил. Ну, не через ряд, а через проход, получается, возле иллюминаторов. Я же ей покупал это место специально, чтобы она могла Альпы увидеть. Хвостики хотя бы Альп днем. А мне место распределили бесплатно такое. Ну и в итоге что? Она закрыла иллюминатор и легла спать. Я ей говорю потом: Соня, ну ты хоть бы подумала о соседях, там 2 пацана молодых какие-то рядом летели. Ну они тоже дрыхли всю дорогу. Ну, тем не менее, это же не твой приватный иллюминатор. Может, сосед тоже хочет в него глянуть. Зачем ты? Я говорю, ладно, солнце там светило бы, еще что-то. Ну так вроде же не было такого. Она: да, а я думала, это мой типа иллюминатор. Я говорю, не надо быть единоличницей. В общем, такое. Так, ну что, погулял я 5,5 километров, прошел за часик. Чуть под дождем помог, конечно. Сейчас вот опять солнце вылезло. Ну, ничего страшного. Не растаю. В общем, думал о поездке нашей с дочкой. В общем, ставлю себе неуд, как говорится, за эту поездку. Во-первых, по подготовке там чуть-чуть налажал с этой ночевкой. Неудобно вышло. Жалко, что так получилось, конечно. Ну, ничего страшного в целом, но тем не менее я себе зарубочку оставил, что надо готовиться значительно лучше. Это во-первых. Во-вторых, по поводу общения с дочкой. Не удалось мне никак ее, скажем, не удалось нам сократить дистанцию, как я вижу. Может, там на самую малость. Но в целом она освоилась, короче, начала сразу же в свою активную, типа, эту зону комфорта впадать, пассивную, вернее, когда чуть там где-то едем мы или уже домой пришли в номер, она сразу в телефон, то есть так ее вытащить, поговорить, погулять, что-то как-то это было, ну, очень, как бы, мало таких эпизодов было, прям совсем-совсем чуть-чуть и вкраплениями, но оно, может, так и должно быть, потому что мы со старта только начали, скажем так, общаться, и вообще это удивительное чудо, что у нас так получилось вдвоем куда-то съездить и вообще провести столько времени вместе, там, в одном помещении, да, там, и постоянно взаимодействуя. Поэтому и это результат неплохой, конечно. Ну, я рассчитывал на большее, но при этом, наверное, сделал для того, чтобы большего достичь, не так уж много, потому что я и сам был с этими боррелиями, уставший, вечно вареный после этой ночевки, еще, блин, такое состояние непонятное, потом море, в общем, и сам я, короче, неактивно способствовал вот этому всему сближению, скажем так. Можно было получше это все сделать. Ну, ладно, маему, что маему, как говорится, начало положено, надо как-то работать с этим. По поводу питания тоже вроде как договорились, сейчас что-то как-то налаживать, туда-сюда смотреть. Ну, попробуем, может, дневник питания повести. Я хочу, и чтобы... Она раньше когда-то мы делали такое подобное что-то, только мы тогда в БЖУ не заглядывали, а сейчас я же как бы из-за интереса этими диетами всякими жировыми и так далее, я сейчас задумался сильно про баланс углеводов по отношению к жирам и белкам. И я хочу понять, что там у нее происходит вообще, хотя бы, ну, может, попробую ее заинтересовать. Тот дневник питания, когда мы составляли у нее раньше, в целом там искусственные эти интеллекты оценили его еще более-менее удобоваримым каким-то. Вот, но мы смотрели с позиции, типа, как бы, как это правильно сказать, вот этого взгляда, типа, который сейчас есть, да, в медицине, то есть, чтобы была там и клетчатка, и вот это вот все, типа, ну, короче,
не в сторону жиров и белков точно. Вот. Я сейчас хочу понять, что там вообще, насколько много там углеводов. Я понимаю, что их там просто до черта, но тем не менее хочу знать, насколько именно, и при одном хотя бы более-менее вменяемом приеме пищи, который там я ее как-то стараюсь кормить каждый день. Вот этим займемся. Ну и жалко, конечно, что со старшей дочерью не получилось поехать. Она поздно очень снесла. Сейчас такая она расстроенная. Конечно, она и понимает, что никто кроме нее не виноват. Она тогда, покрутила носом, сказала нет. Потом чуть позже, еще до нашего отъезда, она решила, да, я бы с вами поехала, но уже что делать? Все же уже куплено, билетов нету и так далее и тому подобное. И теперь она вроде как бы и завидует, ну или как, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, расстроена она, что у нас получилось, у нее нет. Она там поедет с матерью в свои движки тоже, ну, тем не менее, это не то. Было бы очень круто, если бы мы поехали втроем. Я сейчас ей предлагаю, говорю, давай мы сейчас быстренько куда-то с тобой организуем, может, найдем какие-нибудь варианты. Но она говорит, не, я вдвоем типа не поеду. Или с Сонькой же, с младшей дочкой, или с мамой, ну, в общем, такое. Короче, не готова она одна ехать, боится со мной. Как-то так. Короче, такие новости. Так наша командировочка закончилась. Или мини-отпуск. Осталось подбить, что там по бабкам вышло. Страшно и считать. Ну, как говорится, для ребенка ничего не жалко. Так что как-то мы это дело переживем. Я человек экономный. Денежку какую-то отложил. И потратил ее на дочку, и слава богу. Да и сам же свою жопку тоже свозил на море. Нахрен бы оно мне не всралось. Ну, извиняюсь. Ну, тем не менее, знову ж таки, маємо, що маємо. Ладно, пойду домой. До завтра. Так, маленький постскриптум. Я не знаю, что это такое, но это какие-то надгробные плиты, старые, наверное, или замененные. Но в контексте того моего видео об кладбищах немецких, я надеюсь, что это не плательщики аренды, которых выселили, а просто плановая замена. Да, вот это дела.